Сидим, беседуем, мы понимаем то, что это не будет сиюминутным успехом. Скажем так, симбиоз, да, мимики определенные и фразы, да. А кто же вам даст? Вы же частники. Вот Борода посидела, наверное, там за неделю. Дорогие гости, здравствуйте. Витаю тебя. Добрый день. Это записки сумасшедшего, это нормальный рабочий инструмент. У меня лучше всего получается, когда мне нужно что-то там чертить. Я крайне рад, что у меня в свое время получилось отучиться на Executive MBA с массой интереснейших людей, сильных бизнесменов, сильных управленцев. Это было до картотеки? Да, это был я в 2006-2007 год обучения, 2008 год защиты диплома в Варшаве. Была договоренность о том, что мы делаем продукт, мы запускаемся в онлайн, здесь сами, да, подписываем первый контракт, и в этот момент сразу же наступает обязательство у инвестора нас купить. Но 2014 год, санкции, вот это вот все, значит, это должен был быть российский инвестор. И там буквально там, за пару месяцев до времени ЧА, да, они говорят: ребята, извините, но мы выходим из этих договоренностей. То есть была потрачена куча ресурсов, и там временных, и личных, и там денежных. Не помню, там 1030 евро, наверное, накопленных долгов там на тот момент было. Да. Вот Борода посидела, наверное, там за неделю, наверное, что ты делал, вроде как продвинул, вот где-то там эта ленточка, да, вот, которую пересекаешь, будет хорошо. Компаньоны, которые, с которыми начинали все это дело, они стоически, на самом деле, там, пережили этот момент, но были не готовы дальше идти. То есть это абсолютно такое открытое решение, обсуждение было. Я принял на себя эти риски. За месяц совершенно там через какие-то старые связи у меня сменился пул компаньонов, и мы с нуля переделали весь продукт. Если к первому запуску, условно говоря, мы готовили 2,5 года, то в полностью изменившейся ситуации, с полным переписыванием там всего кода проекта, с полной перестройкой внутренних процессов, мы за 4 месяца перезапустили и в декабре 2015 года вывели продукт в онлайн. И сейчас получается, что у вас монетизация, она в двух направлениях происходит, да? Это основное, это вот сама картотека Buy, это сервис. Это веб-сервис. Основная модель – это абонентский доступ, да, то есть 3, 6, 12 месяцев. И вторая – это аналитика под заказ. Да, то есть это уже разовые услуги при возникновении какой-то разовой потребности. Ставили для себя внутренний бизнес-целью там, выйти на самоокупаемость, да, текущую, по-моему, на 18-й месяц. Вот, на 6-й месяц на 5-й месяц мы вышли на честный ноль по операционным расходам. Это 2015 год, правильно? 2015 год. И с того периода у нас не было ни одного периода с отрицательным каким-то показателем. По оценке не нашей, да, а по оценке там, одного из представителей госрегулятора, мы, наверное, вот в совокупном трафике, да, запроса на подобные веб-сервисы, услуги там, и так далее, мы держим порядка там, 80%, да, и эта доля стабильна. С литературы только «Капитал» Маркса. Ну, не совсем. Значит, это кто-то под Новый год, это на самом деле такой ежедневник. Пустой. Все интересно, да, пустой. Все самое ценное здесь. Ну и конверты есть. Обещали, что не будет конвертов у ИПшников и фирм. Я ненавижу с 1 по 5 число, да, вот просто ненавижу, потому что у меня 2 рабочих дня просто выпадает на некую там механическую работу, да, поставить автограф, пропечатать, там, посмотреть, чтобы там сотрудники правильно там достали очередную там 1000 конвертов, там все это вовремя ушло. И мы начали искать готовые решения, которое бы нам позволило отказаться от вот этих вот стоп-бумаг. Quiddox, да, это мой новый проект.
Первое – это подтвержденная потребность. Как я уже говорил, значит, потребность была сначала выявлена собственная, да, на самом деле это даже не потребность, боль, да, просто надоело, да. Второе, исходя из коммуникации, я понял то, что я в таком желании не одинок. Но все эти кастомные решения имеют одну маленькую особенность. Значит, они достаточно дорогостоящие. То есть про те кейсы, которые я знаю, это 3-15 тысяч долларов, да. Следующая, то есть сфера применения, это весь B2B, потому что практически весь B2B у нас гоняет по почте документы. И тот же весь B2B у нас имеет ключи ЭЦП. Ну, по нашей оценке, да, то есть сейчас на руках активных ключей выдано и используется как минимум для подачи какой-то отчетности и так далее, это 250 тысяч ключей ЭЦП. И мы понимаем, что раз есть потребность, раз есть аудитория, раз есть технологическая возможность, да, нужно предложить какой-то инструмент, и из этого может получиться продукт. Это все делается в максимально понятном, да, и привычном там интерфейсе, максимально похоже на электронно-цифровую подпись, и все это используют криптоалгоритмы для применения электронно-цифровой подписи, сертифицированные здесь в Беларуси. Как и с картотекой, у меня есть I have a dream, да, и я в нее верю.